Друзья, всем привет! Сегодня мы возвращаемся к истории Ларисы Юрьевны. Для тех, кто на нашем канале не так давно и не знает историю Ларисы Юрьевны, я вам немного расскажу. Она живет в 100-летнем доме, очень стареньком. Этот дом они покупали вместе со своей мамой. Сейчас Лариса Юрьевна живет одна, у нее большие проблемы со здоровьем, у нее болят суставы, и она мало что может делать по дому из-за серьезных и частых обострений. Мы начали заниматься вопросом приватизации дома и земли для дальнейшей продажи, чтобы Лариса Юрьевна могла переехать в другое место и жить там в комфортных условиях. И чуть позже мы вам расскажем, чем все закончилось. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наши с вами инстаграмы. Пойдемте уже начинать. Мы почти доехали до Ларисы Юрьевны. Сейчас хотим зайти в магазин, купить гостинцев. Потихонечку входим в ритм. Многие из вас знают, переболел недавно коронавирусом. Сейчас восстанавливаемся. Ну и вроде бы себя чувствую, уже все хорошо. Нужно с ней очень много новостей обсудить и думать, что нам делать дальше. Вот мы и приехали. Конечно, все заросло. Все в таком, конечно, виде. Жалко Ларисе Юрьевне, что самой за всем очень тяжело следить. Сейчас зайдем на участок, посмотрим, что там. Здрасте, Лариса Юрьевна. Как себя чувствуете? Да, по-всякому. Вы же в санаторий ездили, отдыхали? Да. Там стало чуть легче, и потом сейчас опять сразу хуже стало? Наоборот, оттуда из санатория приехала с обострением. Я вообще забыла, в принципе, про обострение. Я прям уже была вообще в нормальном трудоспособном состоянии. А сейчас вот лечения нет. И я-то так надеялась, что в санатории пролечусь, а в санатории там хорошо лечат, там интенсивное лечение прям. По идее, наоборот же, после санатория должно легче становиться. А почему хуже стало? Я долго не лечилась, и сразу интенсивное пошло лечение. Нас там сразу предупредили, что такое может быть. Вот эта вот нога левая, она просто не ходит. Я прям хожу, знаете, как на табуреточку падаю и на ней передвигаюсь. Наша подписчица дарила сертификаты в больницу. У нас есть сертификат там в одной из клиник. Как раз вот этот сертификат, я вам просто отдам, либо мы сейчас вместе просто позвоним в эту клинику, можно записаться. Сходим на прием, вас там может быть какой-то МРТ, УЗИ, вас там посмотрят, выпишут, может быть, какое-то другое лечение, может быть, скажут там что-то другое поделать. Я вот сейчас хожу только благодаря вот сильному этому препарату преднизолону. Потихонечку. Он препарат гормональный. И от него вот всякие, видно, еще вот эти перепады настроения и все прочее. Я, в принципе, всегда же была оптимисткой. Да. А сейчас я прям в растерянности. Я тут еще поговорила со своим врачом, не знает, что делать и как быть, и куда нам с ней деваться. Мы же собирались еще и на усиление группы инвалидности. Она сказала, что нужно уже, говорит, вам на вторую группу. То, что в том году сделали, там убирали, это все перегнило, да? Да, вон огород мы нынче посадили. Ну здорово. То есть все, работник к вам приходит? Да. Вот здесь вот, да, еще тоже посажено? Да, вон все у нас грядочки. Здорово. Лариса Юрьевна, думали, сколько я раз зимой, когда к вам приезжали, сколько раз вот здесь чуть не падал. Но здесь очень опасно вот это все дело. В принципе, да. Вообще крыльцо, надо его по-хорошему ремонтировать. Я вот и подумал, может быть, сейчас как раз-таки пока лето переделать нормально, собрать вот это крыльцо, чтобы вы спокойно могли зимой там выходить. Данным санузлом вот этим не пользуетесь? Почему? Летом, а зимой дома ходите? Да. А биотуалета у вас нету? Нет, такое ведерко обычное. Чтобы даже сейчас вот летом вам выходить, у вас тут целое испытание получается. Арисюна, еще такой вопрос. А куда вы, вот у вас стиральная машинка же дома есть? Вон где колесо лежит. А там септик какой-то? Ну там просто яма выкопана. Сосед выкапывал? Да. Непонятно. Ай, крапива. Прям в крапиву. Слушай, а кстати, вот это крапива? Все, палец защипал. Полезно, да. Но неприятно. Так, ну ладно, в общем, понятно, что яма. Надо перчатки будет. Потом, если будем делать, вот сейчас крыльцо, перчатки одену, уже нормально достану. Весь палец щипет. Друзья, давайте я вам расскажу про все то, что происходило за кадром в течение, наверное, последнего полгода так точно. Когда мы познакомились с Ларисой Юрьевной, о ней я узнал в группе, я вот иногда просматриваю группы помощи людям и ищу там людей, кто остро нуждается в какой-то помощи. На будущее, если вы знаете таких людей или, может быть, какие-то уникальные, интересные истории, пишите на почту, которая появится сейчас здесь. Мы приехали, познакомились, Лариса Юрьевна рассказала свою историю, что проблемы со здоровьем, что она одна, у нее нет никаких родственников.
И вот она одна живет в 100-летнем доме. А пообщавшись с ней, мы узнали, что она мечтает о том, чтобы этот дом приватизировать. И мы себе поставили задачу сделать так, чтобы этот дом и землю приватизировать, продать, и потом, чтобы в дальнейшем Ларису Юрьевне можно было купить какую-то квартирку на окраине, да, Новосибирска, и чтобы она там могла жить в комфортных условиях, имея душ, туалет, потому что ей одной ухаживать здесь за всем, ну, это очень сложно, и у нее нет никаких абсолютно условий. Недавно, там, лет 5 назад, вывели просто трубу с холодной водой и поставили сразу стиральную машинку. Больше из условий у нее нету абсолютно ничего. По крайней мере, дом в порядок, ну, какой-то более-менее привели, что здесь, ну... Ну да, здесь конечно. Нет, уютно. мы очень в большой порядок его привели, особенно Самое главное, проводку сделали, да. конечно. Я себе, можно сказать, поставил такую задачу, коль у нас не получилось сделать вот то, что мы хотели, вот такую, можно сказать, да, сказку осуществить. Думаю, там зрители наши присоединятся ко мне, что я хочу довести ваш дом до вашего какого-то, ну, в общем, вам сделать комфорт. Получится у нас сделать пока что, я не знаю, это пока вот просто мои размышления. Первое, чтобы вы сейчас спокойно как-то жили, вот то, что мы про крыльцо проговорили, чтобы сделать, чтобы вы могли нормально, спокойно на улицу выходить, там, ну, и не бояться, что вы навернетесь, и там вообще, да, ну, будет совсем все плохо. И в чем прям мне хотелось бы тоже вам помочь, это поставить вам душевую кабину. Я думаю, это будет прям очень... Ну, это точно будет сказка. Это будет круто, потому что вы рассказывали там, что вы, ну, моетесь там в тазике, как-то там ну, ставите. К соседям хожу или к друзьям. Сделать человечески нормальные вам условия. И мне вот это прям очень вам хочется, мне будет спокойно от этого, потому что я понимаю, что, конечно, мы вот эти все действия не делали, потому что мы с вами думали, что мы переедем. А так как не получилось, вот мне хотелось бы вот нашу историю, ну, до разумного конца довести, и вам сделать комфорт, чтобы вы спокойно жили. То есть я думаю, можно успеть крыльцо сделать, сантехника сейчас посмотрим, чтобы хотя бы он пришел, и мы с ним обсудили, как будут эти все коммуникации, да, проводиться. Можно вот то, что сейчас вот у вас здесь есть, можно как-то это прибрать, может, по пакетам, как бы, да, и куда-то отставить. Ну, чтобы место освободить в комнате. Вещи, которые надо вот именно переложить в комод. А когда он его мне привезет, не знаю, он сказал, собирался еще в пятницу, а что-то нет. Смотрите, мы его разберем как надо, к себе положим в машину, привезем вам просто, ну, если я понимаю, если ему трудно его привезти. Кровать, да, я так понимаю, вам тоже подарили? Ну да, это подружка у меня, она переехала в квартиру, оставила мамина подруга квартиру, и вот она туда переехала, и мне кровать отдала. Уровень, да, вы выводили, потому чтобы горизонтали? Полы неровные, полы да? кривые, там вот так вот весь был скатан. Привезли вот эти кухонный гарнитур, да? Хотите отмыть и повесить здесь. Когда сейчас будем делать тогда все вот эти перестановки, уже с вами вместе обсудим, куда его повесить. И на самом деле я вот сейчас представляю, как это все у нас будет происходить, и как это все может здоровски получиться. Мне прям сразу вот... А я еще не представляю. Сразу прям на душе, ну, как-то тепло становится. И я думаю, у нас все получится. Конечно, работы много. Получится уже точно финальное преображение у нас здесь. Сама вот эта платформа, она неровно стоит. Они вон даже не закреплены. То есть тут прям вообще в любой момент можно навернуться. Тут металл, дерево, я в этом вообще, конечно, не разбираюсь. Да, работы много. Хочется, конечно, вот доделать уже все, чтобы я спокойно спал. Вы, наши зрители, кто за Ларису Юрьевну переживает, чтобы уже все мы доделали и все хорошо было. Я не знаю, тут либо два варианта. Тут Либо, либо сверлить, да, отверстия эти, либо вот какой-то клинышек в распор забивать. Как вот здесь вот заколотили ее шире, чем она есть. Так оно со временем также от влаги, еще от чего-то, оно может быть меньше стать и будет начнет вылазить, да? Конечно. Ну, то есть это ненадежная будет конструкция. Мне кажется, то, что вот засверливают, самый оптимальный вариант. Ступеньку вернуть? Да. Вы в этом доме родились? Нет. Я родилась вообще в квартире. А. У отца мама с ним разошлись, и мы раньше жили вон там напротив. Сейчас там ничего нет, там пустырь. Там был домик, у нас вообще был маленький, 11 метров квадратных. Печка, кровать, диванчик, шифонер, насколько я помню. Ну и там небольшое пространство для... 11 квадратов. Ну и вот. Мама его покупала себе этот домик, когда была одна совсем. Потом родилась я, она меня сюда привезла. Потом бабушку сюда пригласила. Нас стало там трое жить. Конечно, места мало было. Когда появилась возможность, она сначала вторую половину в том доме купила, а потом купила вот этот дом. Сколько вам было, когда вы в этот дом переехали? Ну, я еще в школе училась. Ну, правда, в старших классах, но в школе уже училась. Раньше все было по-другому. Когда я сама все могла делать, я и траву тут убирала. У меня все было ухожено, у меня все было здесь
как положено. Все засажено было. Место, где вы мылись, вообще никогда не было? Ни бани здесь, ничего? Нет, мы вот, кстати, тетя Люба в баню всегда ходили. Так-то, Еще- конечно, если отец был бы, у вас бы тут и баню, он, наверное, сделал бы сам своими руками. Мы с ним не какую-то. общались. Они как разошлись, мне было 6 лет, и мы не общались. У нас еще, я говорю, все вечно в деньги упиралось. Я хоть и работала, хоть и мама пенсию получала. А мама чем занималась у вас? Мама была проводником. Вот она за время работы, конечно, могла заработать себе жилье. Ну, она тоже что-то, не знаю. Я-то, когда устроилась работать после школы, я после школы сразу пошла работать в строительный трест. Я сразу встала на очередь на жилье. Я уже бы получила жилье в следующем сданном доме. Ну, мне просто не повезло. Моего начальника убрали, и меня следом за ним убрали. Ну и вот, и получается, вы всю жизнь да, вот в этом доме. Да. Мы же когда в селе, мы ж особо не думаем о будущем. Угу. А когда я уже стала, когда инвалидность получила, мне просто уже было не до того. Я же все с боями выбивала. Лечение с боями, обследование с боями. Все с боями. Только вот, ну все уже у меня наладилось. Все, я стала регулярно лечиться, все, работать стала, все. А сейчас вообще никуда не достучишься. Я с прошлого года уже с губернатором переписываюсь по поводу этой медицинской помощи нашей плановой. Вы сказали вот такую вещь, да, сейчас, что вы не задумывались, да, там, жили, можно сказать, сегодняшним днем и как-то особо не думали. Молодые специалисты, да, вот молодежь, многие, я думаю, вот так же живут, и я думаю, может быть, конечно, это, ну вот у вас получилось, как получилось, а для молодежи, думаю, может быть, какой-то будет урок, они сейчас ваши слова послушали, Ну, и для может себя быть. сделать какие-то выводы, и дай бог, чтобы там, да, вот люди как-то задумались о чем-то, Может что быть. нужно думать о будущем, может быть, по чуть-чуть откладывать и как-то... Ну, вот видите, у меня мама как-то тоже одним днем, видимо, жила, не думала о будущем. И я так же теперь. И теперь имеем то, что имеем. В общем, я думаю, конечно, получится простенько это, ну, вот это на всё. Ну, по крайней мере, здесь будет безопасно, здесь будет, ну, ступеньки будут широкие, будет все более-менее ровно. Минимум это все, я думаю, лет там 5-7 оно будет спокойно служить. Ступеньки, если покрасить, да? Можно то будет, да, пару лет. покрасить. Ну, конечно, краску возьмем. Будет здорово, нормально. По крайней мере, точно освежится и будет все закреплено, будет все ровно. И мы начали всем этим заниматься, начали узнавать, как это все делать, как оформить. Нашли, сначала этим занимался у нас Наталья, она помогала. Потом Наталья ушла в декрет, и мы познакомились с Ингой Ильсуровной, она всем этим занималась. Мы узнали, что нужно дом, прежде чем его приватизировать, нужно привести его в порядок. Нам наш подписчик Юрий Юрьевич помог со своей организацией привести дом в порядок. Они заменили всю проводку, поставили розетки, выключатели, новые лампы внутри, снаружи. То есть дом привели именно по пожарной безопасности в порядок. Этого было недостаточно, нужно было дом привести еще и в... Ой, пчела тут летает. Второе, что нужно было сделать, это освежить дом. У Ларисы Юрьевны были периоды, когда печка просто дымила. Видно уже, насколько белее и светлее становится комната. Ваня, спецодежда, да, выдали. Тогда мы приехали с Лизой, с ее мамой, начали все это белить, красить. Раньше у Ларисы Юрьевны не было особо мест для хранения, она все там хранила по пакетикам. Мы привезли места для хранения, 2 больших шкафа, что-то привезли из бытовой техники, чтобы, да, тоже повысить какой-то комфорт в ее жизни. Сделав все это, у нас было все уже готово. Мы дали сигнал Инге Ильсуровне, она начала готовить документы, вызывать разных инспекторов, инстанций. Вот по этому промежутку, что происходило за вот эти полгода, пока она работала, у нас есть небольшой сюжет, как мы ездили с Ларисой Юрьевной к Инге Ильсуровне. Это вот столько документов? Да, были ваши. Угу. Это тоже теперь все ваше. Ого! Стало. В феврале 2021 года запросы. На что мы делали запрос? Ставьте в феврале На ваше еще, когда, как заявление долго всем о этим занимались. предоставлении. Документы старые, да, то есть мы вот видим вот из этого пергамента, Мгм. что в каком Какого году года это, да, там? это было у нас в 85 году. То есть у Ларисы изначально была только вот домовая книга. Домовая книга — это когда они купили дом, то есть дом еще Они старее. не купили. В связи с аварийностью дома 55 по Ногин В котором спуск жили. в доме ее семья просит перейти в освободившийся дом номер 20, владелец которого умер, и остальные домопользователи получили благоустроенную квартиру. Мама он- его покупала, она за него деньги отдавала, это я точно знаю. Я не знаю, она как-то оформила, должно было быть законодательно как-то оформлено, но вообще она этот дом покупала. Вот теперь вот эту бумажку хранить как зеницу ока. Земельный участок не предоставлялся, он числится как в списках самовольных построек. Скажем так, послевоенные годы приходили люди, вот где была свободная Да. земля,
Ее занимали и строились самостоятельно. Половина Новосибирска, особенно что вот находится в черте города, это все самовольные постройки. Это от какого года? Это от 50-го. Мы пытались найти документ, подтверждающий, что может быть не вы, но может быть предыдущие хозяева, которые там жили, который там умер. Может быть ему как-то выделялся этот земельный участок, то мы бы могли признать право собственности на эту землю. А, к сожалению, самовольная постройка. Увы. Это заключение о соответствии требованиям норм пожарной безопасности. Дом у вас замечательный, все с домом хорошо. Рыночная стоимость дома оценили в 154 тысячи. Ну, потому что он без земли. А дом без земли, ну, он там ничего не стоит, конечно. Это понятно. Кадастровики, к сожалению, сделали свое заключение о том, что, ну, к сожалению, вот земельный участок, он там как-то не соответствует, то есть он выходит за какие-то там красные линии. Вот смотрите, это все как бы в совокупности, вот все эти, вот чтобы сделать выводы, да, для того, чтобы понять, есть смысл в суд идти или нет. За вами остается право обращаться в суд. Вот документы практически все готовы. И вот основной документ, да, из мэрии, ответ на наш запрос, где они говорят, что мы вам не предоставим этот земельный участок даже по той простой причине, что ранее было постановление и утвержден проект планировки этой территории. Мэрия запланировала на этой территории делать высотную застройку. То есть когда-то там по плану, может, я не знаю когда, через 10, может, через 5 лет, там будут делать вот эту вот застройку. Скорее всего, даже если мы обратимся в суд, но право собственности на землю за вами не признают. А если право собственности за ней на землю не признают, то, соответственно, ну, дом без земли, он ничего не стоит. Да. А не дай бог начнутся там снос, да? 150 тысяч дадут, Да. и все. Да, вы абсолютно правы. Фактически это муниципальное жилье. Поэтому вот эти вот документы, что у вас собрано, вы их, пожалуйста, храните. Потому что сегодня архивы эти живы. Слава богу, что мы нашли этот документ. А завтра они могут быть и не живы. Вам нужно поговорить со своими, кто у вас там, соцзащита, да, с вами работает. Я думаю, что вам все-таки нужно сходить в администрацию, написать заявление о том, чтобы вас как нуждающуюся поставили на очередь на жилье. О, кстати, Чтобы вы там фигурировали. Пусть вы будете там 1120 Ну, или по крайней еще мере, какая-то. поставится. Но чтобы было. Когда будет снос этой территории, вы скажете, извините, а я стою и на очереди тоже. Представляете, мы вот за полгода вот, ну, понесли вот такие расходы. Это, в принципе, немного. Мы потратили 60, а по факту, если бы это все дело там как положено, ну, 1120 у нас минимум бы это все вышло. Вполне возможно. Поэтому, Инга Ильсуровна, большое вам спасибо, что вы всем этим занимались, помогали. Вот у нас сейчас есть какое-то понимание. Любые гражданско-правовые дела, правильно? Да, уголовными мы не занимаемся, а вот административные, что-то такое, обращайтесь. Даже если вы находитесь вне Новосибирска, вы можете позвонить, заказать консультацию. Вот Инга Ильсуровна всем консультации у нас может... первичные всегда бесплатные Да, для человека. тем более бесплатно. Вот. У Инги Ильсуровны очень интересный Инстаграм. Она простыми словами доносит вот, да, какие-то ситуации, которые происходят, да, вот у людей. Там она вот это все подробно объясняет, как Потому это что всё очень решается. тяжело, скажем так, мне иногда в Инстаграм писали мои коллеги, ой, типа, что вы так изъясняетесь, прям как бабка на лавке. Я говорю, так я пишу не для коллег, а для простых граждан. Да. Поэтому все ссылки мы оставим в описании к ролику. Подписывайтесь на Инстаграм, вот обращайтесь. Прекрасный и хороший специалист. Еще раз вам большое спасибо. Я думаю, что Да. Игорь вас не бросит, поможет, немножко получше сделает, полегче вашу жизнь. Большое спасибо. Всего что вам помогали. доброго, Да, и удачи. вам. Все необходимое практически взяли, определились с деревом, взяли 2 доски, просто ее на 3 части разделим, как раз таки нам хватает. Вот такую USB, а нам объяснили, что в принципе она влагостойкая, так как это вот опилки прессуются вместе с клеем, и оно, ну, вот, влагу будет от себя отталкивать. Мы еще, соответственно, это все обработаем, сейчас возьмем какую-то пропитку, и оно должно в принципе долго все прослужить. Отпилит нам по размерам нашу платформу, и все, и поедем к Ларисе Юрьевне. Вечереет, надо успеть до темноты нам сегодня этот этап точно закончить. Я не знаю, посмотрит ли там кто-то из администрации Леруа
наш ролик, но вот сотрудник отдела распила, его зовут Артур, человек профессионал своего дела, нам все помог, рассмял, распилил, дал даже какие-то советы. Вот поэтому, Артур, если вы посмотрите, там он спросил про наш канал, вам большое спасибо за ваш профессионализм. Посмотрим сразу, сколько стоит душевая, бойлер, возможно, ну и вот приценимся и уже поедем к Ларисе Юрьевне, будем все это делать. Так, ладно, у меня тут все попадало, все, я отключаюсь. Уже время 7 часов, чтобы вы понимали, мы у Леруа провели, наверное, часа 2, пока все убирали, консультировались. Параллельно созвонились с сантехником, договорились на завтра, что он подъедет. И вот в ближайшие дни, думаю, начнем всем этим заниматься. Займет, ну, минимум, наверное, часа полтора, пока мы все дырки сделаем и так далее. И будет уже темнеть. Приступаем к работе. Ну да, можете с нами тут посидеть. А, ну ладно. Тогда вы наводите там порядок, а мы тут приступим. Хотел бы обратиться там ко всем нашим зрителям, кто из Новосибирска, у кого есть желание, возможность как-то присутствовать в наших выпусках, нам помогать. Потому что если бы у нас сейчас было бы здесь человек 5-6, мы бы успели гораздо больше бы дел сделать. Напишите мне либо в Инстаграм, либо на почту, либо ВКонтакте. Я буду вам очень благодарен. И будем с вами вот вместе заниматься тем, что мы делаем. Здесь почистили площадку, ну, чтобы как бы было удобно, комфортно ходить, тут работать. Соответственно, если здесь будет вести застройка, там, ее дом просто выкупит, там, и все, и она останется на улице. Если этого ничего не делать, оставить все как есть, в будущем, если здесь будет какая-то застройка, ей просто ее переселят, дадут какое-то жилье, квартиру, да, и как раз получится то, к чему мы шли. Просто мы хотели это сделать быстро, да, а вот сейчас неизвестно, когда это будет. И именно поэтому сейчас мы доводим ее дом до такого уровня комфорта, вот как люди живут, допустим, в обычных домах. Единственное, что из старого у нее останется, что нужно будет дом топить печью. Вот так как у нее небольшая пенсия 9 тысяч, там половину у нее списывают, она когда-то брала кредиты, и она живет, можно сказать, там на 4-5 тысяч рублей в месяц. И если, конечно, там менять печь, ставить там котел, батареи, то просто не будет средств это все оплачивать. Поэтому печка остается, и вот какие-то такие вещи, что мы можем от себя, мы сделали. Именно поэтому мы вернулись к этой истории и решили ее довести тоже до какого-то логического конца. Платформу приделали уже, так получилось. Сейчас прикручиваем доски, Ваня сделал все отверстия необходимые. Ставим доски, красим их. Каждую из досочек мы замеряли. 101 это у нас верхняя ступенька, 99 это там какая-то вторая или третья, у меня в телефоне все записано. Делаем заподлицо, чтобы вот тут было, здесь было. Ну и сейчас вот сюда на саморезы прикручиваем. 5 ступенек, вроде бы нормально. Сильно там они не прогибаются, как это раньше было. Вроде бы ничего не шатается. Хотели, конечно, вот это тоже покрасить. Но оно тут все обшелушивается. И от того, что мы покрасим, оно все обвалится. Потом будет некрасиво вот такими участками. Все закреплено. Хорошо. По крайней мере, она спокойно уже сможет ходить до туалета, там, в магазин, еще куда-то. Секундочку. Что-то мне подсказывает. Орех. Что-то это не орех. Вот взяли веточку и должно превратиться в орех. А вот, пошло. Паук смотрит, как краска мешается. Мы там сейчас будем некоторые манипуляции проводить. И нельзя будет 4 часа спускаться вниз. Вам не нужно на улице там что-нибудь? В принципе, нет. Нет? Ну все, ладненько. Будем красить на 2 раза, чтобы хорошо оно взялось. Можно краску не жалеть, у нас красить нам немного. Ну, в принципе, вообще неплохо.
Ну все, вот мы и закончили. На самом деле я рад результату. Покрасили тоже лавочку, чтобы ну как-то уголок смотрелся. Покрасили также перила. Ну, зовем Ларису Юрьевну. Лариса Юрьевна! Только не наступайте, Лариса Юрьевна, пока. Да. Что в наших силах было, то сделали. Здесь вот тоже за перила не держитесь, перила покрасили. Да, спасибо. Вот полностью здесь, ну, что смогли, сделали. Круто. Спасибо большое. И вот еще лавочку тоже. Ну, это как бы Ага. так, просто чтобы здесь смотрелось. Очень надеемся, что вот вы то, что писали, находитесь сейчас как это в состоянии депрессии, что да, вот все наваливается. И я думаю, это Ну да. один из этапов выхода из Да. такого грустного Это состояния. немножко начинает выводить уже из Да. депрессии. Надо кисточку помыть, мы же будем на второй раз красить. Технология. Так. И ведерко тоже можете убрать. Так. О. Звоню, записываюсь на прием к врачам. С сантехником мы договариваемся, думаю, там на завтра, на послезавтра. Все, будем смотреть, будем дальше думать. День не зря прошел, я считаю. Не зря у нас с вами дни никогда зря не проходят. Да. Вы все любите, когда она вот читает свои произведения, которые сама пишет. Вот Лариса Юрьевна в честь там, нашего канала написала какой-то стих. Сейчас будет интересно послушать. Люди, знаете, верьте в лучшее. Даже в самой порой безнадёге добрый ангел, как солнечный лучик, вдруг возникнет на вашем пороге. Принесет он с собой радость в вашу жизнь и разгонит тучи. И когда уже сил не осталось, снова радоваться научит. Он улыбкой добро излечит то, что болью терзает сердце. Он подставит сильные плечи и вас за руку выведет к свету. Люди, верьте в это, пожалуйста. Никогда не теряйте надежду. Жизнь бывает порой безжалостна, но у нас всегда есть поддержка. И когда уже сил не хватает, и сквозь слезы шепчешь «держись», Бог все видит и посылает добрых ангелов в нашу жизнь. Браво, Лариса Юрьевна. Ничего, что с эмоциями. Нет, ничего. Ну, вы же, я так понимаю, вы все равно же пишете от души, от сердца. Конечно, Конечно. здесь все прекрасно понимаем, вот как бывает тяжело. У нас у всех, я думаю, у многих Конечно. зрителей всегда бывают светлые и черные полосы. Конечно. Да, Сейчас я просто знаю. вот такой этап настал. Я знаю, что это все пройдет. Но пока Да. оно не проходит, оно, видите, мучает и терзает. Столько людей поддерживает, столько сейчас вот будем все вот это делать. Я думаю, точно у нас закончится это все вот на Я высокой тоже ноте. думаю. Да. Мы поедем. Давайте. Вот. Доброго пути вам. Доброй ночи, Лариса Юрьевна. До встречи. У всех у нас в жизни мы не знаем, какие там болячки у нас появятся. У кого-то это наследственно, у кого еще какие-то проблемы. И каждый человек вот их по-разному переносит. И у Ларисы Юрьевны, как у любого, я думаю, у человека есть хронические заболевания, бывает обострение. Сейчас вот Лариса Юрьевна находится прям вот практически в состоянии депрессии. Вот я думаю, мы вовремя, что вот сейчас вот вмешались. Сейчас все доведем уже до ума. Если там, не дай бог, в будущем, ну там с годами будет состояние ухудшаться, чтобы у нее были все условия для комфортной жизни, чтобы она могла спокойно сходить в душ, там не проситься к соседям, да, в баню куда-то. Нормально там спускаться по лестнице. Лариса Юрьевна очень добрый, душевный, эмоциональный человек, и вот общаемся вне камеры, она очень стесняется, вот, и многие эмоции держит в себе. Всем остальным будем заниматься уже на днях, и вы увидите, как у нас в итоге все это получилось, какие трудности были. Я думаю, будет такой интересный выпуск преображения, каких-то доработок. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наши с вами инстаграмы. Увидимся с вами через неделю. Пока. В общем, все рухнуло, все плохо. Доски сгнили, все это упало. Септик сделан из резиновых, Да. колес. То есть тут надо мини-шахту рыть.